Продолжая рубрику выпусков о самых мощных мотоциклах по количеству цилиндров, сегодня на обзоре шестицилиндровые монстры. И начнет наш топ легендарный мотоцикл из страны восходящего солнца Honda CBX-1000, испытания которого начались в далеком 1977 году, а продажи уже в марте 1978. Мотоцикл, конечно же, всех шокировал в то время. Могучий шестицилиндровый двигатель, 2 распредвала и аж 24 клапана, рабочий объем 1047 кубических сантиметров, мощность 105 лошадиных сил, максимальная скорость около 220 км в час. От 0 до сотни байк разгонялся за 4,5 секунды, а чтобы осаживать этого зверя, были установлены дисковые тормоза по кругу, что также было в диковинку. Можно сказать, что Honda CBX-1000 был одним из первых в мире гипербайков. На шестом месте еще одна Honda NRX 1800 Valkyrie Run. Этот мотоцикл можно назвать действительно произведением искусства. Концепция модели была достаточно проста: сделать эксклюзивный мотоцикл на базе Honda GL 1800 Goldwing с неповторимым дизайном и со всеми передовыми технологиями Honda. И это у них получилось. Мотор у модели шестицилиндровый, взятый от GL 1800, но с другими распредвалами. Клапана, в отличие от Goldwing, регулируются вручную, а также перенастроены системой впрыска топлива и зажигания. 6 дроссельных заслонок вместо 2. Двигатель выдает 118 лошадиных сил максимальной мощности и 167 ньютон-метров крутящего момента, показывая максимальные характеристики уже на 4500 оборотов в минуту. До 100 км в час байк разгоняется всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Выпускалась модель с 2004 по 2005 год в ограниченной серии в 1500 штук, предназначенной для американского рынка. Из них лишь 20 штук официально были проданы в Европе. На пятом месте еще один старичок из 70-х. Это Kawasaki KZ1300, другое название Z1300. Байк изначально планировался как спортивный мотоцикл, чтобы конкурировать с шестицилиндровой Honda CBX, но в конечном итоге из-за большого веса и карданной передачи мотоцикл стал использоваться для путешествий. От главного конкурента Honda CBX шестицилиндровая Kawa отличалась более компактным двигателем с жидкостным охлаждением. Но изначально клапанов на цилиндр у Kawasaki было меньше, 2 против 4 у Honda. Зато Z1300 был существенно мощнее, 120 лошадиных сил против 105. Рабочий объем двигателя Kawasaki был тоже рекордом, 1286 кубических сантиметров. К минусу мотоцикла можно отнести вес под 300 кг. Средний заявленный расход топлива 7 литров на 100 км пути, а максимальная скорость составляла 230 км в час. На четвертом месте расположилось последнее поколение известного во всем мире турера Honda GL 1800 Goldwing Tour, которая появилась на рынке в 2018 году, сменив предшественника.
Его новый 1833-кубовый шестицилиндровый оппозитный мотор стал компактнее и легче на 6,2 кг. Получил 4-клапанные головки цилиндров вместо 2-клапанных, гильзы из алюминиевого сплава, камеры сгорания новой формы и другие модернизированные детали. Максимальная мощность увеличилась со 118 до 126,5 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент стал составлять 170 ньютон-метров при 4500. От 0 до сотни этот люксовый диван разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км в час. Средний заявленный расход топлива весьма скромный, порядка 5,5 литров на 100 км. На третьем месте расположился баварский туристический мотоцикл BMW K1600 GT, который может похвастать компактным рядным шестицилиндровым двигателем объемом 1649 кубических сантиметров. Его ширина составляет всего 555 мм. 24-клапанная силовая установка выдает 160 лошадиных сил максимальной мощности и 180 ньютон-метров крутящего момента. Примечательно, что более 70% момента доступно уже при 1500 оборотов в минуту, а это позволяет вальяжно катиться на любой из выбранных передач. При весе за 300 кг K1600 GT разгоняется до 100 чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет порядка 240 км в час. При этом средний заявленный расход топлива не превышает 6 литров на 100 км пути. На втором месте расположился очень интересный мотоцикл Horrocks VR6, главной изюминкой которого является двигатель так называемой рядной V-образной схемы VR. Два ряда цилиндров расположены под углом всего 15 градусов, благодаря чему и получился выдающийся по компактности шестицилиндровик. Головка цилиндров единая для обоих рядов, так же как и 3 распредвала. На каждый цилиндр 3 клапана, 2 впускных и 1 выпускной, и 1 форсунка. Максимальная мощность двигателя объемом 1218 кубических сантиметров составляет 161 лошадиная сила при 9000 оборотов в минуту и 135 ньютон-метров крутящего момента при 7000. Причем 90 ньютон-метров доступно уже с 2000, а 100 ньютон-метров с 3500. Скорость, как и на многих немецких автомобилях, ограничена величиной 250 км в час. На предыдущем мотоцикле топа можно было и закончить, если бы речь шла только о серийных мотоциклах. Однако есть еще один байк, который так и не пошел в серию. Это FGR Medalo 2500 V6, представленный чешским производителем. Сердцем Naked является 2442-кубовая V-образная шестерка с углом развала цилиндров 90 градусов, который выдает около 240 лошадиных сил максимальной мощности и 203 ньютон-метров крутящего момента. Сухой вес этого красавца, слегка напоминающего Ducati Monster, составляет 269 кг. Характеристики разгона до 100 и максимальная скорость неизвестны.